Всем привет! В сегодняшнем видео выполним обложку для загранпаспорта, не совсем стандартном решении. Шить будем из кожи растительного дубления. Сегодня сделаем окрашивание. Выкройки на изделие будут доступны в бесплатном доступе всего лишь несколько часов после публикации видео. Так что те, кому это нужно, подписывайтесь на уведомления и следите за каналом. Какие-то краткие комментарии по поводу самого изделия дам уже в конце самого видео.
И вот, собственно, уже готовая обложка на паспорт. По формату она подойдет и для обычного паспорта, и для загранника. Я, в частности, шил для загранпаспорта. То есть паспорт можно разместить таким вот образом. Можно развернуть, допустим, обложку еще на эту сторону, как бы продеть. Выполнена она из двух цельных деталей с таким вот вырезом. Сейчас это достаточно популярное решение, и мне очень нравится из-за того, что при прошивке у нас шов по контуру всего изделия будет одинаков, равномерный, без различных там изменений. То есть, если взять, к примеру, обычную обложку, которая идет у нас просто с накладками, то по центру у нас всегда остается один слой кожи, и здесь прошивка ложится немножко иначе. То есть, на разных толщинах нитка по-разному ляжет, ну и как бы это выглядит не очень красиво. Здесь такое не происходит за счет того, что у нас толщина от самого изделия по всему контуру она будет одинакова. Пришил здесь кармашек. Он предназначен для того, чтобы разместить здесь пластиковую расчетную карту. Если брать, допустим, загранпаспорт, то достаточно удобно там в duty free, чтобы всегда карточка была с вами и не нужно было доставать там кошелек и раскладывать там, в сумке, к примеру. Здесь тоже можно сделать с этой стороны кармашек или, допустим, там еще какие-то нашивки. Это все на ваше усмотрение. Я сделал дополнительно такие прорези. Зачем они нужны? Значит, когда был в аэропорту, билеты, чтобы они не выпали, вкладывал вот на эту сторону. Но потом их было сложно доставать из-за того, что вот они упирались там в сам паспорт. Приходилось вот так вот как-то это все дело выворачивать. Сейчас сделал такое решение. Вот сюда можно разместить сами билеты, и к ним будет проще доступ. Перед пошивом кожу окрасил проникающей краской от компании Exi на водной основе. Чем она мне нравится? После вот окрашивания изделие очень приятно пахнет. Краска цвет коричневый. Значит, торцы обработал токанолы, чтобы ускорить как бы процесс. Видео не показал. Торцы тоже немножко как бы окрасил. Бывают у меня такие случаи, что после окрашивания торцов вот здесь по краю начинает краска как бы проникать, и получается такой более темная как бы полоса. Здесь сделал более аккуратно, то есть ничего такого не произошло. Но это может быть, вам просто на заметку. Прошивал ниткой от Мэйси, от обозначения, цвет кофе. Как бы нормально сюда она подошла. Толщина 0,35 мм, шаг пробойника 3,85 у меня, и ширина зуба 2 мм. То есть получается вот такой вот шов, такая прошивка. В качестве финиша использовал бальзам Ренапур. Он на основе натурального пчелиного воска. Нравится мне его сочетание с кожами растительного дубления. Насыщает цвет, хорошо проникает в кожу. Немножко ее темнит. И при этом вот, поверхность становится с небольшим глянцем. При том, что вот эти вот ощущения натуральности, они не теряются. За счет того, что в средстве есть пчелиный воск, можно добиться вот такого вот эффекта небольшого затемнения, допустим, по контуру изделия. То есть здесь я более интенсивно тер, и окрас как бы он теперь уже не такой равномерный. В свою очередь это дает еще возможность скрыть некоторые дефекты, некоторые как бы косяки, которые возникают во время работы. Допустим, вот в этом месте не знал, как заполировать торцы, и вот здесь немножко проступила токанол и попала на кожу. Оставила такой темный как бы след. Выглядело не очень красиво. Нанес Ренапур, вот здесь все затер, кожа потемнела, и вот эти вот моменты, они немножко как бы скрылись. Если видео было полезным,
ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.